Друзья мои, всем привет! С вами Дина и канал Коллекция рецептов. Каждый год хозяйки задаются вопросом, как красиво украсить куличи на Пасху. Самое популярное украшение – это, конечно же, глазурь и кондитерские присыпки. Разновидностей глазури очень много. На белках с сахарной пудрой, на сгущенном молоке, на белом шоколаде, белково-заварная, с добавлением желатина и так далее. В прошлом году у меня на канале вышло видео «Супер глазурь для кулича». Это белоснежная глянцевая глазурь без яиц на желатине. Рецепт очень удачный и многими проверенный. А кто еще не видел, рекомендую посмотреть. Ссылочку оставлю в описании. А сегодня я хочу поделиться с вами еще одним не менее интересным рецептом глазури на основе зефира маршмеллоу. Такая глазурь не осыпается, не крошится, не липнет и не тянется за ножом. Она достаточно быстро сохнет, легко режется и долго остается мягкой. А еще она очень вкусная. В общем, сплошные преимущества. Итак, давайте готовить. Нам понадобится водяная баня. Для этого устанавливаем кастрюлю с водой на плиту и включаем полную мощность, чтобы она быстрее закипела. Сверху в нее ставим емкость меньшего диаметра, так, чтобы ее донышко находилось в воде. Выливаем в кастрюлю белки от 2 яиц. Предварительно их нужно взвесить, чтобы соблюсти дальнейшую пропорцию. У меня 80 граммов белка. Туда же добавляем сахара в 2 раза больше, чем белка, соответственно 160 граммов. Пропорция 1 к 2. И по желанию добавляем любой ароматизатор. Ванилин, ванильный экстракт, миндальную или цитрусовую эссенцию. Я возьму ароматизатор ром, буквально несколько капель. Массу постоянно перемешиваем до полного растворения сахара. По сути, мы готовим швейцарскую меренгу. Нагреваем белки до температуры примерно 60-65 градусов. Но специально измерять ее градусником не надо. Как правило, нужная температура достигается в тот момент, когда сахар уже растворился. Определить это можно очень легко по наличию или отсутствию крупинок сахара между пальцами. Как только сахар на пальцах не ощущается, начинаем взбивать белки миксером на низкой скорости в течение 2-3 минут. А затем, чтобы они не свернулись, снимаем кастрюлю с огня и продолжаем взбивать. При этом держим кастрюлю на водяной бане, увеличив мощность миксера до максимальной. Как только масса начнет густеть, снимаем ее с водяной бани и продолжаем взбивать до крепких устойчивых пиков. Готовим швейцарскую меренгу. А пока я взбиваю белки, отмечу, что для этого рецепта нам также понадобится зефир маршмеллоу, которого по весу нужно взять, как и белков, в моем случае 80 граммов. Его нужно растопить. Сделать это можно 2 способами – на водяной бане или в микроволновке. А тем временем белки уже хорошо взбились. Эту массу и так можно использовать в качестве помадки для куличей. Если вы хотите сделать разноцветную глазурь, то на этом этапе добавьте в нее пищевой краситель, но я оставлю ее белой. Для приготовления нашей глазури нужна более устойчивая, крепкая, хорошо взбитая белковая масса. Вы почувствуете, как, охлаждаясь, она становится более плотная, упругая, и на ней отлично виден рисунок от венчика. Даже перевернув кастрюлю вверх дном, взбитая масса отлично держится. Взбиваем белки вот до такого состояния. Масса должна быть белая, глянцевая и хорошо держать форму. В моей кастрюле вода уже слегка остыла, и зефир не плавится, поэтому растоплю его в микроволновке. 30 секунд на полной мощности. Добавляем растопленный зефир в белковую массу и перемешиваем лопаткой до однородного состояния. Миксер не используйте, иначе масса моментально намотается на венчик. Работать с этой глазурью нужно достаточно оперативно. Остывая, она быстро схватывается, поэтому поставьте кастрюлю с глазурью обратно на водяную баню. Так она дольше будет оставаться мягкой, пластичной, и вы спокойно успеете нанести ее на куличи. А сейчас давайте приступим к украшению. Я заранее подготовила разноцветные маленькие безешки на основе швейцарской меренги с посыпкой и без нее. Вот такие в виде морковок и пасхальных цыплят. А еще расписные имбирные пряники и съедобные сахарные кружева. В этом году мне захотелось оформить куличи именно так. В рамках одного видео невозможно показать процесс приготовления всех этих украшений. Но если вам интересно, напишите об этом в комментариях, и я сниму отдельные видео. Щедро покрываем куличи ароматной глазурью. При этом она не течет, прекрасно держит форму и очень послушная. Хочу обратить особое внимание, что эту глазурь нужно наносить на полностью остывшие куличи.
А рецепт с приготовлением именно этих влажных, сладких, вкусных куличей по нашему семейному рецепту выйдет на канале в ближайшее время. И в тот момент, когда вы смотрите это видео, возможно, он уже опубликован, поэтому обязательно проверьте ссылочку в описании. А еще у меня на канале есть отдельный плейлист лучших, на мой взгляд, пасхальных рецептов. Если не видели, рекомендую посмотреть. Все ссылки есть в описании под этим видео. Тем временем я намазала все 7 куличей, и у меня еще осталось немного глазури. Так что этого количества вам точно хватит на 8-9 куличей диаметром 10 сантиметров. Причем я наносила ее довольно толстым слоем. Друзья, чтобы все получалось именно так, как вы задумали, и процесс приготовления доставлял удовольствие, самое главное условие – вам самим должно нравиться то, что вы делаете. Поэтому всегда готовьте с хорошим настроением и добрыми мыслями, тем более при выпечке и оформлении пасхальных куличей. Друзья, я постаралась оформить куличи в одном стиле, но каждый из них уникален. Безе отлично держатся на этой глазури, не отклеиваются и не размокают. Пряники удобнее фиксировать на шпажках или, как у меня, на зубочистках. А гибкие сахарные кружева я закрепила с помощью оставшейся сахарной глазури. Чтобы глазурь полностью стабилизировалась, оставьте ее на 10-12 часов до полного застывания. Накрывать куличи ничем не нужно. На следующий день давайте посмотрим, что же у нас получилось. В процессе разрезания ни глазурь, ни сам кулич не осыпались, не раскрошились. Режутся очень легко. Нож входит как в мягкое масло. А чтобы сохранить свои куличи свежими длительное время, уберите их в пакет или контейнер с крышкой и храните при комнатной температуре. При этом глазурь и украшения сохраняют идеальный внешний вид в течение недели, а куличи не черствеют. Глазурь не размокает, не течет, не осыпается и не трескается. Рецепт просто идеальный. Я очень рекомендую приготовить такую глазурь и надеюсь, она вам тоже понравится. Поздравляю вас с праздником Светлой Пасхи! Друзья, если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайк. Я рада, что вы готовите по моим рецептам и оставляете свои отзывы в комментариях. Если вы впервые на канале Коллекция рецептов, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. Напомню, что у меня на канале есть плейлист Пасха, в котором вы обязательно найдете что-то интересное для себя. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч, до новых вкусных рецептов.